Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Перед тем, как мы сейчас полностью погрузимся в этот рандомный бренный мир авточесса, я хочу выразить благодарность. Ребят, огромное спасибо каждому моему зрителю за то, что вы подписываетесь, ставите лайк и комментарий, и что вы вообще ответили на мой призыв к тому, что нужно подписаться на канал, поставить лайк и комментарий, чтобы поддержать этот ролик в продвижении и тому подобное. Поэтому, ребят, огромнейшее спасибо каждому. И кто, естественно, не подписан сейчас на мой YouTube канал, то подпишитесь, потому что до 2000 подписчиков осталось совершенно немного. И почему я вот сразу говорю за эту благодарность, это потому что за 2 ролика у меня плюс 20 подписчиков. Поэтому, ребят, огромнейшее спасибо. И кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, поддержите. И давайте достигнем эти 2000 подписчиков. Но все-таки, чуть-чуть осталось. И кто не поставил лайк, обязательно поставьте лайк с комментом. Потому что каждый лайк и каждый комментарий, если что, продвигает ролик в тренды, в рекомендации и так далее, и так далее, и так далее. Ну а теперь давайте перейдем к каточке, естественно. Какой у меня есть план на эту каточку? На самом деле, я хочу исконно чистыми охотниками поиграть. Вот хочется, тут как раз есть тайт. Вдруг чего против магом защититься мы сможем. Почему я говорю, что исконно чистыми? Потому что я не хочу добавлять никаких манки-кингов, я не хочу добавлять каких-то антимагов и тому подобное, и так далее, и так далее. Но это первый билд. Второй билд у меня в голове, это я хочу сыграть на эльфов, через волшебников, либо же на эльфах через кунг-фу. То есть у меня будет 6 эльфов, 4 кунг-фу. И, естественно, я хочу сделать Керри Марси. Вот что-то, знаете, мне как-то понравился ролик. Точнее, понравился... Ну, ладно, для вас ролик, буду говорить ролик. Вот. Мне понравилась та каточка, в которой меня чел на Марсе под глиттерами просто, аннигилировал. Вот я хочу повторить, только я хочу сделать это под эльфами. Хоть там меня и будет прилетать контроль от ТТП, и, короче, это законтрить можно. Но вот это, короче, второй билд, который я хочу попробовать реализовать. Поэтому посмотрим. Посмотрим, что будет приходить, и мы, соответственно, от этого уже оттолкнемся. Пока что мне приходит, на самом деле, что-то типа как охотники, но что-то типа как эльфы. Можно было бы взять сейчас двух снайперов. Но хочу эльфов все-таки. Вот я заговорил за эльфов, я хочу эльфов попробовать. Плюс люди есть. Плюс здесь темпларка есть. Ну, короче, давайте сейчас посмотрим. Можно было бы взять. Но не хочу брать. Не хочу. Я просто знаю это, понимаете? Это байт от игры. Если бы я сейчас взял... Секундочку. Хочется взять маску, а хочется взять кристалл маны. Поэтому возьму кристалл маны. Маску я могу взять, и я ее потом никак не реализую. Поэтому я взял сейчас именно кристалл маны. Хотя, может, это и ошибка. Может, это и ошибка. Ну, это мы уже не узнаем. Или узнаем. Но узнаем чуть попозже. Чуть попозже, потому что, мало ли, мне сейчас придет какой-то обалденный персонаж, и я такой, боже. А вот прикиньте, сейчас была бы у меня масочка. Прикиньте. А такое будет по-любому. Это же закон подлости. Ясно. Понял. А прикиньте, у меня бы сейчас было бы снайпер 2 звезды. Все такое. Ну, знаете, как говорится, что не делается, то к лучшему. Поэтому посмотрим, что у нас из этого выйдет. И судя по тому, что мне приходят охотники, причем знатно приходят охотники, то нужно, наверное, все-таки поиграть, попробовать через охотников. Кстати, я, наверное, фуру продам, куплю сейчас Абаддона, и Абаддона поставлю вместо одного гоблина, потому что стенка мне необходима. Без стенки будет максимально туго, а Абаддон он еще и щит на себя накидывает, поэтому, в принципе, все замечательно будет. Поэтому берем, делаем вот таким вот образом сейчас. Надеюсь, конечно, мне будут теперь охотники приходить как надо. Вот, допустим, какую-то тому орку с кабанчиком в 2 звезды. Здесь так же самое будет приходить. Хорошо, что нету рога войны. Прикиньте, он бы собрал сейчас себе кабана, и у него был бы рог войны. Это была бы такая аннигиляция с его стороны. Он бы всех выносил, скорее всего. Кабанчик в 2 звезды, это прям то, что доктор прописал. Потому что много урона, довольно-таки хорошее количество хп, брони, скорость атаки под рогом войны там будет чуть ли, по-моему, не 0,5. Плюс замедление скорости атаки врагам. Ну, естественно, кого кабанчик бьет. Так, я тут вижу вайпера и буду честен. Это мне не нравится. Начало мне не нравится. Он меня еще аннигилировал. Вот падла. Почему я говорю, что мне это не нравится? Потому что если здесь будут собираться волшебники плюс вайпера, скорее всего, меня вынесут. Если... Знаете, я теперь понимаю, что я сделал такую крохотную ошибочку. Вот такую малюсенькую ошибочку. Почему? Потому что лучше бы я взял, наверное, маску 2-го тира.
и сидел бы с ней до талого, до 10-го раунда мне бы не пришел ни один персонаж. Хотя ладно, в принципе, мана плюс 50 это тоже такой, ну, неплохой предмет. Что-то я как-то слишком закапываю свой выбор со старта. В общем, ребят, это был великий план. Я его буду придерживаться. Запомните, поступайте как я, 100%. Вот. Что-то я еще... я хотел пожаловаться. Ребят, я вот взял ранг ферзь и взял его, если что там... Ну, этот ролик не будет выпущен, но взял его в топ-4 зашел. В топ-4 зашел и взял плюс 3 очка. Вот ровно... Серьезно? Тракса. Угу. Не поймите меня неправильно. Я дико рад, что мне пришла сейчас Тракса в 2 звезды. Ну как бы мне... Ну, мне так не хватает масочки второго тира. Так вот, жалуюсь. Смотрите. Я отлетел в топ-4 против 3 инсектоидов. И мне абсолютно ничего не шло. И прикол в том, что я отлетел в топ-4 и получил плюс 3 очка. И получил ранг ферзь. И я такой... Ага. Прикольно. Отлететь в топ-4 и получить плюс 3 очка. Класс. Поэтому этот эпический видос я не буду выпускать. Там 3 чела играли на инсектоидах, причем им настолько жестко везло. Они, во-первых, ранее 10 взяли, во-вторых, у них, у всех 3 была импреска в 2 звезды. И по цветам, по одной цветке там у них было в 2 звезды. Вот эта маленькая, которая за 3 монетки стоит. Блин, и эльфы пришли с кунг-фу. Но я думаю, наверное, стоит распродать. И выйти, наверное, 10 монет лучше. А когда придет 6-й охотник, взять 6-й уровень и быть в 6 охотников. Притом там вижу 1 человек на лустрике, 2 человек на лустрике и 3 пока что непонятно. Ну, кстати, если придет жезл Кира, мы можем спокойно реализовать жезл Кира. Да, короче, распродал сейчас вот так вот стол, чтобы выйти в 10 монет. И, ребят, что я хочу еще сказать, это то, что у меня что-то как-то, знаете, ощущение такое, что горло заложено. Не болит, ничего такого, но ощущение, что горло заложено и некомфортно как-то разговаривать. Поэтому, если вы слышите, что я там заговариваюсь, либо что-то еще так, ну именно жестко, можете постебать меня в комментариях, естественно. Поэтому, ребят, слушай внимательно и стебем меня в комменты. А то, знаете, там есть один подписчик, он в комментариях мне там иногда мои любимые... Ух ты. Ух ты. Так мы берем уровень, получается. 6 охотников на связи. Добрый день. Хорошая работа, Олег. Хорошая работа. В общем, есть один подписчик, он у меня в комментариях пишет иногда мои золотые высказывания, золотые фразочки, я их назову. Он может вообще создать твиттер-аккаунт от моего лица, давать мне какой-то процент и просто туда фразочки мои писать. Там забавные фразочки, и я как-то... Надо бы в каком-то из роликов прочитать эту фразочку. Там очень забавные фразочки. И каждый ролик он подмечает... Ну, ладно, не каждый. Через ролик, через 2 он подмечает каждую такую вот фразочку веселую. Каждую. Вот опять каждую. Ну, что каждую? Ну, короче. Все. Опа! Кто ему винстрик? Куда винстрик? Сюда винстрик. Кто мне винстрик подарил? Он мне винстрик подарил. Хорош. Так, Эрис. Чувствую, что он ко мне еще придет. Ну, пусть приходит. Я только за. Я люблю гостей. Только желанных и званых. Вот, например, как он сейчас пришел со своим винстриком, а я у него забрал его. Кайф? Еще какой. На самом деле, давно мне так рано не приходили 6 охотников. Я уже даже и забыл, когда это приходило мне 6 охотников. Ну, короче, ребят, придерживаемся моего изначального плана. Я буду играть на охотниках, на чистых охотниках. Без добавления всяких манки-кингов, антимагов и тому подобное и так далее. И посмотрим, на что способны охотники. Если я отлечу в топ-3, ничего страшного. Вот серьезно, ничего страшного. Я просто покажу, что чистые охотники мало что могут сделать. Ну, если отлечу в топ-3, естественно. Короче, давайте не будем загадывать наперед, просто вот покажу, как есть будет. Опа, не ожидали, да? Небольшая такая вставочка. Я хочу напомнить, что провожу розыгрыш наушников Fine Apply Game H6 в белом цвете. Вся подробная информация, как участвовать и тому подобное, находится в моем телеграм-канале, а там в закрепленном сообщении. Если что, телеграм закреплен в описании под видео, а также в комментариях, а еще у вас на экране появится QR-код. Данный конкурс не спонсируется, не поддерживается и никак не связан с YouTube. А еще не забудь подписаться на мой YouTube канал, потому что осталось всего лишь немного до 2000 подписчиков. А если ты еще не поставил лайк, обязательно поставь лайк. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Со всем фартом, не фартом.
Все равно. Но сейчас мне довольно-таки хорошо приходит. Ох ты, ёшкин-матрёшкин. И сумка Пандамена, и жезл Кира. И то хочется взять. Но я, наверное, все-таки оставлю жезл Кира. Сумка Пандамена тоже крутая тема, но я, наверное, все-таки реально оставлю вот жезл Кира. Потому что, смотрите, когда я выйду 50 монет плюс, я смогу спокойно ролиться и буду ролиться как на 4 уровне. То есть с таким же шансом. А это означает что? Что фигуры за 1 и 2 монетки я могу на одном дыхании найти. Поэтому да, я, наверное, так и сделаю. И, кстати, я Мэрту 3 звезды тоже хочу забрать. Ту-ту-ту-ту. Так, есть ВРочка еще. Кстати, нужна ли мне ВРочка? Честно, вроде бы как нужна, а вроде бы как и не нужна. Вот вроде бы как хочется, а вроде бы как не хочется мою арточку. Опа. У меня винстрик. Но это меня ни грамма не радует, то что у меня винстрик. Так. Знаете, что я там вижу? Кстати, сейчас немножко о том, что я вижу жрецов. Вот, что я вижу. Жрецов это вижу. А что я хотел сказать? Смотрите. Я хотел еще раз всем напомнить, абсолютно каждому, никогда, запомните, никогда не скипайте медальон первого тира, который защищает вас от жрецов. Хотя бы один, но возьмите и защитите своего керри. Но лучше всего не, просто его не скипать. Почему? Объясню. Я на своем личном опыте, я не знаю, кого съел, но я набил такую шишку себе, где угодно можете. Вот просто, вот назовите место в комментариях, где я набил шишку. И вот там я набил шишку, короче, и поэтому не скипайте медальон. Пожалеете. Пожалеете, потому что если попадется вам какой-то игрок максимально противный, он же вам жрецов может выкатить на любой стадии игры. Даже в лете, даже на 30-м плюс раунде, а вы такие: я же скипнул медальон, и что теперь делать? Поэтому, ребят, ни в коем случае мы не скипаем медальон. Запомните это золотое правило. Послушайте меня и сделайте, как я вам сейчас говорю. Вот чел сейчас играет на жрецах. Он их выкатил со старта, и я уже как бы заранее знаю то, что я и по-любому не скипал этот жетончик, медальончик. Поэтому нам нужно этот медальон найти. В любом случае его нужно будет найти, хочу этого или нет, его нужно будет найти, потому что если я буду играть через охотников, а я буду через них сейчас играть, судя по моему столу, вряд ли я в кого-то либо другого перестроюсь, но, соответственно, из-за того, что я буду играть на охотниках, то есть такая тема, если он кого-то возьмет из моих охотников, не дай бог, конечно, керри, если я не найду жетон первого тира, то если он возьмет моего керри, мой керри развалит весь мой стол под охотниками, поэтому мне нужен будет медальон. Кстати, там 2 жреца, Манки Кинг. Так, начало раунда поехало. Так, Манки Кинга продаем, как я уже сказал, на мете я не особо хочу играть. Так, Тракса приходит, это тоже прикольный керри, но скажу так, собирать керри Траксу, такое себе. Только если у вас очень хорошие предметы, и то не надо. Вот серьезно не надо. Не знаю, можно попробовать ее покерить. Я даже на самом деле не знаю, кого я буду керить. В идеале это керить Медузу. Но если не в идеале, то можно, в принципе, закерить и снайпера, можно закерить и Траксу, можно закерить и Муэрту. Я, который говорил только что недавно о том, что не надо керить Траксу. Посмотрим. Если она ранее придет в 3 звезды, то почему бы ее и не закерить? Она мощный керри, с хорошей скоростью атаки, с хорошим количеством дамага. И если ее в 3 звезды собрать, у нее там пассивка с максимальным уровнем будет, ничего себе наваливать. Муэрта приходит, это хорошо. Можно будет в Муэрту перестроиться в моменте. Муэрта мне, кстати, больше нравится как керри, чем Тракса. Потому что если грамотно собрать Муэрту с хорошими предметами, как она будет одно место взрывать. Ух, ой-ой-ой. Так, 3 нежити, 6 охотников. В принципе, более-менее норм. Сейчас делаем расстановочку. Красивую, прекрасную, замечательную. И в Муэрту, кстати, закину. Не знаю, мне что-то кажется, что Муэрта будет намного больше у нас сейчас дамага, чем кто-либо другой из охотников.
Да, походу я переоценил мою эрту. По итогу... А, не, все равно в топ-1 вырвалась. Ну, как-то она долго вырывалась в топ-1, и то она... О, кстати, спасибо за гномую брошку, спасибо за яичко. От этого мы не отказываемся, это все хорошо. Так вот, сейчас, кстати, надо равнуть предмет и найти медальончик. Давай, медальон. Понял, губошлен, не медальон. Ну, я, наверное, клевер возьму. Потому что, смотрите, если бы я скипнул сейчас эти предметы, не факт, чтобы мне упал медальон. А вот клевер не скипнуть, это нормально. Это неплохо. Кстати, знаете что? Можно будет в какой-то момент игры выйти из инкама и собрать себе то ли траксу, то ли снайпер. Ну, короче, посмотрим. Кого-нибудь из них точно можно будет собрать. Мне на самом деле в последнее время как-то Мэрта не нравится, Керри. Вот что-то... У нее есть, короче, прикол. Поправьте меня в комментариях, если я не прав. Смотрите, по моим наблюдениям, то, что я заметил, у нее как-то не срабатывает вторая тычка с ее пассивной способности. Я ее как-то собирал отдельно. Собирал ее в 3 звезды. И по идее должно довольно-таки часто выпадать, ну, двойная тычка от нее. Но что-то она вообще не выпадала как-то. Поэтому, ребят, поправьте меня в комментариях, если это чисто мне кажется. Я, кстати, сейчас выйду из инкама. Меня опасает вот тут жрец. Так, есть Мирана 3 звезд есть. Мэрта приходит дичайше. Так, хорошо. 2 яйца, отлично. Давай траксу. Еще траксу. Ну, ладно. Апгрейд через яйцо. Почему нет? Просто смотрите. Ко мне там сейчас придет жрец, скорее всего. Он сейчас через пару раундов он должен ко мне прийти. И он возьмет под контроль мои фигуры. И, естественно, мы его бы керри взял, если бы не Тракса сейчас у меня в 3 звезды. Траксу в 3 звезды он никак не может взять, если у него нету... вот, кстати, он. Был бы у него орк-жрец в 2 звезды, то он бы взял моего Траксу под контроль. Но так как у него нету этого, вообще плевать. Нормально, и так постреляю. Чпуньк. Ого, 1115 урона. Нормально так она накидывает, эта Тракса. Добротненько. Молодец, Тракса. Я чуть не ожидал, что у нее такая тычка полетит. Там, кстати, фуловые эльфы собрались. Но охотникам отчасти плевать на фуловых эльфов. Не плевать только на того, что там есть антимаг. В принципе, что мы можем сделать? Мы можем еще немного поролиться чуть позже. Апнуть себе остатки в 3 звезды. То есть снайпера, то есть орка-охотника. Вот их апнуть в 3 звезды. А дальше идти в уровень. Дальше идти в уровень и выставлять, скорее всего, морских. Потому что маг собирается. Мы игру читаем уже заранее, естественно, и готовимся ко всем как бы событиям. Вы видите, как Тракса наваливает? Нормально. Нормально. Так, ролиться пока что я не буду, надо выйти в деньги, а потом уже ролиться. Я за пару раундов со своим винстриком выйду. Кстати, у меня винстрик 12, обалдеть. Короче, со своим винстриком 12 единиц я спокойно выйду сейчас 50 монет плюс. 50 монет плюс. И дальше что? Ну, дальше, в принципе, надо поролиться, я думаю. Думаю, все-таки стоит добить оставшиеся 2 фигуры в 3 звезды и дальше идти в уровень. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Тут больше как бы ничего и не придумаешь, ничего и не попишешь. Так, вот маг собрался. Вот мага я опасаюсь еще. То есть я опасаюсь жреца, я опасаюсь мага. Пока что больше всего я опасаюсь мага. Кто-то сейчас бы в комментариях написал, тебя ждет скрытая угроза, которая в скором времени к тебе как бы подлезет. На самом деле, какая скрытая угроза может ко мне подлезть? Ну, там есть Кикоча какой-то, непонятно с каким-то билдом. Спектру взял, Эма взял. Что собирать, непонятно. Маг, вот маг опасен, и жрецы опасны. Все остальные я не думаю, что настолько сильно будут опасны. Эльф, ну эльф тоже не очень.
А ну-ка, напишите мне в комментариях, кто для меня сейчас был бы самый опасный. Вот кого мне больше всего стоит опасаться? К чему готовиться? Опа, бог-орк. Ну, бога-орка я не боюсь тоже. Пока у него нет хороших предметов, он вряд ли мне что-либо сможет сделать. Интересно, что сейчас мне за реликвия упадет? Переколюсь, если сумку пандомена? Я с сумкой пандомена смогу настолько себе денег сэкономить. Кабанчики. Ну я возьму кабанчики и вот так вот сделаю, смотрите. Чисто на скиллухе. Чпуньк. Сейчас смотрите, сколько я денег себе смогу заинкамить. Если что, я кабанчика активировал до начала следующего раунда, чтобы вот видите, плюс 2 монетки каждая из них стала. Обалдеть. Да реально, плюс 2 монетки каждый кабанчик стал. И в принципе неплохо себе сейчас по инкаму поднял. Шикарно, я бы даже сказал. Вот так вот яйцо возьму, короче, яйцом. Чпуньк, все. У меня орк-охотник есть 2 звезд. 3 звезд, точнее. Палку скипну. Боже, какие идеальные предметы мне падают. Вот это вот то, о чем я говорил, когда я клевер брал. Не факт, что мне упадет именно нужная шмотка. Дай бог сейчас моим противникам на жрецах не придет орк-жрец в 2 звезды, потому что если приходит орк-жрец в 2 звезды, они берут под контроль мои мейн-фигуры. То есть это орк-охотник, который кабанчиков сумонит, и тракса. Если возьму тракса, то это все, это торба, это минус винстрик, 100%. Там эльф как-то, ну, слишком живучий. Как-то ему неплохо пришло по эльфам, кстати. 9 уровень, фулл эльфа. Ну, там через антимага, конечно. Мне пока что как-то плевать на того эльфа. Я думаю, эльфа я спокойно перетащу. Парочку хороших предметов, и эльф для меня вообще не страшен. Че, идем дальше в уровень? Да, я думаю, идти дальше в уровень. Попозже по пути найду, если что. Я думаю, попозже я все-таки снайпера смогу собрать. О, 9 магов, это плохо. 9 магов это очень плохо. Сейчас, кстати, делаю гениальный мув, если что. Смотрите, я буду брать волшебника эльфа и буду волшебника морского брать. 2 этих волшебников поставлю. И получится таким образом, что у меня будет немножечко эльфов и морских. Либо 6 морских будут, либо же, соответственно, 4 морских. Посмотрим. Посмотрим от ситуации. Там 9 магов собралось через волшебников. Это плохо для меня. Не очень хорошие новости. Так, Тракса, стреляй как надо. Но не мои... Вот помните, я говорил, что если, не дай бог, возьмут моего мейнкерри под контроль, вынесет весь стол. И вот только что Тракса вынесла половину моих охотников. Чисто friendly fire. Опа. Меч. Ну все, ну теперь-то упадет мне по-любому талисманчик. Я бы прикололся, если бы сейчас мне с рандомного сундука даже он не выпал. То есть, смотрите, я бы сейчас вот так вот зарандомил бы шмотку. Потом взял бы, открыл этот сундук. В этом сундуке, соответственно, 3 предмета, не те, которые нужны были. И когда открыл бы рандомный сундук, из рандомного сундука мне не упал бы талисман. Это был бы вообще... Это был бы финиталя комедия. Почему я так говорю? Потому что уже такое было. Уже серьезно такое было. Поэтому я не просто так это говорю. У меня уже было так, что я из рандомного сундука, из последней шмотки, то есть осталось 4 основных шмотки, я просто беру рандомный сундук, открываю в надежде на то, что сейчас 100% упадет мне медальон, а мне падает медальон. И каково было мое удивление, что мне упал не медальон. Вот напишите в комменты, что бы вы в этот момент ощутили. Я ощутил непреодолимую жажду удалить эту игру, ну, как минимум на недельку. Может, чуть на дольше. Ладно, пока, короче, я не буду ставить морских. Я думаю, поверю пока что в свой стол. Как же хорошо идет. Ну там волшебник 9 магов. Такой опасный парень.
Вот ко мне пришел. У него даже орк-шаман пришел. Так, хорошо, Тракса. Хорошо работает Тракса. Нормально Траксан только что пованшотала. Хорош. Яичко сюда. Денежки сюда, взлет Азеса. Ну, конечно, мне этот взлет Азеса не нужен. Мне некому его давать. Ну, кому мне взлет Азеса дать? Как по мне, его лучше этот взлет Азеса скипнуть. Хотя, может, лучше и не скипать. Но просто против того же Джаггернаута работать это не будет. Против бога-жреца, ну, в принципе, как бы можно. А может скипнуть предметы. Таким вот берем 2 медальона. Чтобы у меня побольше охотников были неподконтрольны жрецу. Если жрец вылетит, то будет намного проще играть. Намного. На порядок. Интересно, что мне там на 25-м раунде упадет? Может 9 охотников попробовать поставить? Хотя я думаю, 9 охотников это какая-то, ну такое себе. Как по мне, 9 охотников, они как-то, ну, слабенькие 9 охотников. Хотя, в некоторых моментах 9 охотников может хорошо зарешать. Но в некоторых моментах, не во всех, в некоторых. Капец, у меня 16 винстрик. Я, конечно, зря об этом говорю, потому что я знаю свою удачу. Если я сейчас об этом несколько раз сказал, то значит в скором времени закончится эта удача. Вот прям, ну, скоро. Сюда. Для ТЗС уберу. Сделаю вот таким вот образом пока что. Дальше посмотрим, какой предмет мне надо будет переролить. И как все красиво сделать. Почти, кстати, снайпер есть. Но я дальше беру уровень. Там все-таки есть маг, я мага опасаюсь. Не хочу, чтобы маг ко мне приходил и выносил меня по полной программе. Надо от мага будет защититься. От мага надо будет защититься. Сейчас у меня будет появляться инкастово кабанчик. Если что, вот этот вот кабанчик третьего тира, он дает на себя агр в радиусе одной клетки. Плюс бьет чистым уроном с руки. Вот этот кабанчик. Ну и он милишного боя, поэтому такой себе кабан. Вот тварь, он на инсектоидах. Уху-ху. Ну, если ему не будет сейчас вести на фигуру, то этого А, у него же манкикин 2 звезды. Там маг такой. Ну, кстати, вот этот маг в конце может меня спокойно вынести. Мне против мага надо будет собрать морских все-таки. Без морских мне будет торба. Этот маг может меня спокойно вынести. Но, придет к нему вот этот вот инсектоид, я надеюсь, он его вынесет быстрее, чем он ко мне придет. Так, бокорг, здорово. С посохом третьего тира, но отхила никакого нет. Поэтому, в принципе, это будет легкая добыча для меня. Чисто. Спасибо за еду. 8100 урона. Ничего себе Тракса наваливают. Я уже и забыл, как она так может наваливать с хорошими-то предметами. На самом деле предметы более-менее. Более-менее неплохие. О, медуза сюда. Не хочется сильно из инкама выходить. Это будет чревато последствиями для меня. 9 охотников. Ну, вырку надо убирать. Хотя... Может оставить себе немного мясов. Не нравится же там есть инсектоид с винстриком уже. Это плохо. Короче, немного эльфов себе ставь. Так, вот маг. А мага-то я немного уже законтрил. Что ты думаешь, баф 4 морских это плохо? Нет, баф 4 морских это добротно, это приятно. Блин, жалко, что ты не вылетишь. Так, минус жрец, отлично. Это хорошие новости. Апаем себе вот так вот снайпера. Все, у меня есть 4 охотника 3 звезд. Прекрасно, замечательно. Что делаем дальше? Против мага мы еще можем остаться, как бы. Но я думаю, надо шмотку какую-то найти 5-го тира.
Что я хочу из 5-го тира? Ну, маску на отхил 100%. Молнии 100%. И что еще? На самом деле не знаю, что еще такого мне вот докинуть в мой билд. Хотя не знаю. Криты неплохо зайдут. То есть, смотрите, маска на отхил, криты, бессмертие. То есть, ну, дефолтные предметы, которые вот необходимы, кровь из носа. Не, рапиру я 100% брать не буду. Я уже научен горьким опытом, что если тебе приходит первым слотом рапира, у тебя нет никаких сейф-шмоток, то забудь за эту рапиру. Не бери рапиру, если у тебя нет сейф-шмоток. Нет никакого отхила, нет сейф-шмоток и тому подобное. Не бери. Ребят, всем рекомендую не брать рапиру, если у тебя нету сейф-шмоток. Кстати, вот инсектоид. Ну чё, кто кого? Сдохни. Манки Кинг, сдохни. Так, сдох, отлично. Ну вот, у меня сейчас отхила нет. Вот прикиньте, я бы взял сейчас рапиру, и чел бы меня вот так вот вынес. Но я больше удивлен с того, какого... Как ему приходили трехзвездочные фигуры? Как? О, масочка, хорош. Но у меня уже предметов маловато, чтобы сыграть через эту маску. Короче, напишите мне напишите мне в комментариях, каким образом ему сейчас приходили трехзвездочные фигуры. Почему я так вот спрашиваю вас? Потому что я играл на инсектоидах, и мне максимально непонятно, почему мне не приходили трехзвездочные фигуры, а ему приходят трехзвездочные фигуры. У него еще там такие предметы на Манки Кинга, что прям, ну, стрёмно. Ну, я, по-моему, здесь откис. Я даже не знаю, что перестроиться. Я не искал себе предмет 4-го тира. У него есть жесткий инсектоид. Ну, скорее всего, я здесь откис. Вот серьезно, как бы мне не хотелось, но скорее всего я здесь откис. Как бы мне не хотелось. Кстати, чел на богах плюс рыцарей. Через бабку. В принципе, прикольно. Так, станчик от Мираны, хорош. Минус бабка. Так, драконий рог. Хорош. Пойдет. Если Муэрту соберу, то, в принципе, можно будет через Муэрту ее запихнуть. Я думаю, поставить сейчас 9 охотников. Может, 9 охотников не помогут. Может, Свена собирать все-таки уже. Понимаете, мне сейчас слишком много надо, чтобы перестроиться. Вообще, будем откровенно честными. Сейчас бы, если бы у меня была медуза в 2 звезды с энергией Киры, обожаю эту кнопку, просто, ну, нереально. Вот объясните мне, пожалуйста, если кто-то имеет какой-то контакт с разработчиками, вот напишите мне, почему, когда я нажал кнопку только что на автораспределение предметов, у меня улетела маска 5-го тира в Сларка 1-го уровня. Как это работает? Ну, это гениально. А, Муэрты не хватает, тю. А я такой сижу, смотрю, думаю, боже, ну, кого мне не хватает? Чего мне не хватает? Я возьму шлем Ареса, мало ли мне там что-то хорошенькое придет. Я сейчас не могу всех кучно поставить, по той лишь причине, что там есть Манки Кинг. Если Манки Кинг хоть один раз палку кастанет свою в мою толпу, то все, это хана. Он маску 5-го тира нашел на Манки Кинга. Сложная игра. Резко игра из фришной превратилась, короче, из охотника в добычу превратился. Так будет проще. Правильно? Или нет? А, ну, есть, ну да. Не, надо балансить Манки Кинга. Это неадекватная тема. Надо забалансить ему палку.
ну как у нее трехзвездочные фигуры появляются? Я не понимаю. Не поймите меня сейчас неправильно, но я реально не понимаю, как у него появляются трехзвездочные фигуры. Мне очень интересно, как он это сделал. Я просто точно такой же билд делал себе на на инсектоида, и у меня не получалось, чтобы у меня перевоплощались все в трехзвездочные фигуры. Но не получалось, и все. Я попробую сейчас медузу закерить. Там слишком много спама, поэтому нужно попробовать медузу закерить. Хотя я думаю, медуза вряд ли что-либо сможет сделать. Так, яйцо, кстати. Антимага скипаем. В общем, пояснительную бригаду в студию. Пояснительную бригаду в студию. Короче, какой вижу нерв Манки Кинга? Сделать таким вот образом, чтобы палка Манки Кинга не стакалась от задетых фигур. Тогда это будет балансно. И стан на 3-м уровне сделать 1 секунду. А ну-ка, давайте мы эту попробуем. Тут я откис. Тут я реально откис. Кстати, смотри, какая у меня вешка белая на Муэрту. Красивая такая. Так. Из охотника в добычу. Можно даже так... Не, ну как-то... На ловца и зверь бежит. Может как-то так ролик назвать. Просто мне слишком много нужно для... Хотя знаете, как можно было бы выиграть эту ситуацию? Смотрите. Надо было все-таки, наверное, предмет 4-го тира искать. Найти предмет 4-го тира. Киру. Найти Киру, поставить Киру. Схавать всех юнитов, которых я могу, трехзвездочных, и кайфануть. И просто выносить здесь вся. А, не, ну блин. Там же есть паучиха без паучихи. Ну ты... Ну... Не керьте Мерту никогда в жизни. Не керьте. Будет вот такая вот тема. Просто присосется этот антимаг, и все. И делайте, что хотите. Ну что ж, подведем итоги. Что я хочу сказать. Мэрта как керри. Ладно, это не объективно говорить. Немножко не будет сейчас не объективно, потому что, ну, хотя нет, ладно, это будет немножко объективно. Короче, я скажу следующее. В текущую мету брать Керри Муэрту это чревато последствиями, потому что если присосется антимаг, вот как только что было, она не сможет крутануться. Ну, потому что она делает огромный реверанс вокруг себя, и там чечетку отжигает, всю такую джигу-джигу и тому подобное, чтобы закастовать свою способность. Зачем? Ну, короче, пока она будет там крутиться, вертеться, антимаг будет у нее так подходить, так, чик, чик. Там реально слишком долго анимация каста этой способности. Зачем такую анимацию долго сделали? И вот нерв Манки Кинга. Я серьезно, нерфануть Манки Кинга необходимо, как и антимага. Просто забалансить их. Сделать, чтобы Манки Кинга палка не стакалась от задетых ею фигур. Тогда это будет нормальный баланс. И антимагу добавить элементарное КД. И все будет замечательно. Никто никого не будет так задалбывать. Никто не будет такой мощный. И, ребят, пояснительная бригада в студии. Как он сделал, что у него вылупляются трехзвездочные фигуры? Как? Я не понимаю. Не понимаю, потому что я играл на инсектоидах. Я сделал почти точно такой же стол, как у него. Но у меня не вылуплялись из моих копий, из моих дубликатов, трехзвездочные фигуры. У меня появлялись почему-то двухзвездочные фигуры. Почему? Не знаю. Не знаю. Ладно, короче. Катка на самом деле была прикольная. Я, в принципе, доволен. Ну и, в принципе, я ответил на вопрос, могут ли охотники чистые, исконно чистые, хоть что-то. В принципе, могут, но не совсем. Минусы, как бы вы сами увидели. Нету более-менее адекватных предметов. Ну, на самом деле, наверное, погорячился, что взял криты. Надо было что-то другое попробовать найти. Может, Кираса бы мне помогла, хотя нет. Не, криты все-таки сильный предмет. Под моими предметами, которые были, то криты сильный предмет. Ну, короче, охотники играбельные. Но тоже здесь не было еще никакого воина. Был бы какой-то воин, мне бы пришлось как-то крутиться, вертеться, чтобы сыграть против этого воина. Тут вообще катка уникальная. Смотрите, бог-рыцарь зашел в топ-3.
Найс. В общем, играбельно. На чистых охотниках играть играбельно. Вот, по крайней мере, в этой катке я чувствовал себя максимально комфортно, у меня было максимально все хорошо, но... Короче, давайте так. Напишите в комментариях, объективная ли это будет оценка, или будет необъективная, потому что у меня был такой лютый винстрик. В принципе. Ну, все-таки играбельно на охотниках, если у тебя более-менее хорошие предметы есть. И более-менее адекватный керри. Все-таки, я думаю, грубейшая ошибка была делать Муэрту керри. Лучше бы я оставил Траксу какую-то, и у меня было бы намного больше шансов выиграть эту игру. И тоже кучно поставить не мог. В общем, все. Заканчиваем. Давайте так. Напишите в комментариях, что думаете по поводу этой катки, как можно было бы что изменить, переиграть, без учета метовых героев, таких как Антимаг, Манки Кинг, то есть без добавки в эту синергию. То есть сыграть на чистых охотниках. Как можно было бы сыграть на чистых охотников в данном случае? Поэтому я, ребят, жду от вас фидбэк и что вы думаете в целом по каточке. А также, ребят, не забудьте поставить свой лайк. Катка реально классная, интересная. Сыграл на чистых охотниках, без каких-либо добавок, смешек, перемешек, без всяких мантий и тому подобное. Катка реально добротная. Ну и, соответственно, раз в жизни палка стреляет, в моем случае у меня был огромнейший винстрик. Жалко, конечно, не топ-1, хотелось бы, но топ-2 тоже классно. Поэтому, ребят, ставим лайк обязательно за такую каточку. А также, кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписываемся на мой YouTube канал. Я ж поперхнулся. И кто не подписан на мой телеграм-канал, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Телеграм-канал закреплен в описании под видео, а также закреплен в комментариях. А еще на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.